Друзья, привет! Сегодня у меня снова для вас интересная тема. Как вы уже увидели по заголовку, сегодня мы будем обсуждать реакцию Аллы Пугачевой на Скриптонита, и в том числе и на других казахских исполнителей. Кстати, вы, наверное, спросите, а почему мы не обсуждаем реакцию Аллы Пугачевой на русских исполнителей, на наших артистов? К сожалению, так сложилось, что сейчас у нас, я не вижу вот где-то артистов, которые известны на международной арене, которые гремят своим талантом, своим творчеством. Конечно, вы можете сказать, что есть, вот, например, в Китае сейчас Лелуш. Если кто не знает, загуглите, это такой рэпер, который сейчас в Китае набирает популярность. Но я не могу сказать, что вот этот вот Лелуш — это именно тот артист, о котором хочется рассказывать. Нельзя сказать, что он такой герой, за которого можно гордиться, то, что он представляет нашу страну. Поэтому, друзья, мне приятно говорить о молодых казахских исполнителях, о казахских талантах, которыми действительно хочется гордиться, и я также ими горжусь, потому что все-таки Казахстан — это одна из самых близких для нас стран. И после того, как Димаш открыл для нас эту удивительную страну, мы рады следить за ее талантами и рады следить за молодыми исполнителями, которые действительно впечатляют и вдохновляют. Вот, например, Алла Пугачева, она восхитилась рэпером Скриптонитом, отметив, что он становится ее любимым Акыном. А Акын, как вы знаете, это такой... можно сказать, что это рэпер, только более давних времен. Это человек, который выходил на такие батлы и соревновался в своем мастерстве словосочетаний, пытаясь как-то пошутить, подколоть над своим соперником. Такие были что-то вроде рэп-баттлов нашего времени, только немного в другом исполнении. И также Акыном можно назвать человека, который владеет каким-то музыкальным инструментом и может сочинять прямо на ходу. Так вот, Алла Пугачева сказала: поражает, что он настолько правильно выражает свои мысли. Вот так могут писать только люди, зацикленные на честности, на чистоте, ненавидят фальшь. Поэтому я говорю Акын. То есть вот он в настоящем, вот ему что-то все не нравится, но самое главное, чтобы не впал в уныние. Друзья, я хочу сказать, что вообще удивительно, что так много сейчас талантов из Казахстана. И, кстати, на такой комментарий от Аллы Пугачевой ведущий передачи Максим Галкин даже предложил ей создать свое собственное шоу о Скриптоните. И действительно, друзья, мы знаем, что Алла Пугачева, она регулярно восхищается казахскими исполнителями. Она даже как-то сказала, что казахи, они невероятно музыкальные. И действительно, друзья, мы можем наблюдать, что сейчас очень много талантливых казахстанцев, которые у нас на слуху. Даже стендап-комик Чеботков, его тоже можно назвать Акыном, потому что он и рэп читает, и стендап читает. Поэтому, друзья, я могу сказать, что я полностью согласен с Аллой Пугачевой. И даже хочу еще кое-что добавить. Недавно я смотрел интервью Евгения Чеботкова каналу Алибеков КЗ, по-моему, так называется этот канал. Но как всегда, ссылки вы найдете в описании, поэтому сможете посмотреть. Так вот, он там сказал, что на самом деле в Казахстане огромное количество талантов. И то, что вот сейчас они начинают появляться везде, это, наверное, не совсем даже такой случай, это закономерность. И что если бы, например, не Скриптонит, то кто-нибудь другой обязательно бы появился на эстраде, на нашей или на всемирной. Что нельзя, конечно, сказать о Димаше, потому что Димаша, конечно, никто заменить не сможет, и никто даже рядом не сможет стать с ним по его таланту, по его мастерству, по его феноменальности. Но, например, есть же еще Данелия Тулешева, Ержан Максим. Это все молодые артисты, которые в будущем тоже будут греметь на весь мир. Поэтому, друзья, я предлагаю вам так же, как и Алле Пугачевой, обратить внимание на казахские таланты и начинать, если вы еще не начали, следить за их творчеством. На этом у меня все, друзья. Всем пока!